Запустив эту игру в первый раз, я был настроен скептически. Очередной стандартный выживач с циклом «поймай рыбу, продай улов, повторяй». Хорошо, хоть без доната, мелькнула мысль, пока изучал окрестности первой рыбацкой деревни. Но с каждым новым игровым днем она раскрывалась для меня по-новому, словно океан, который открывается перед нами на фоне утреннего тумана. А жители деревень Большой и Малой Соли, они были опутаны некой тайной аурой, а каждый новый разговор с ними давал больше вопросов, чем ответов. То, что изначально казалось очередной проходной игрой, превратилось в очень уютное путешествие, где мой геймпад стал штурвалом корабля, а телевизор — иллюминатором. В этом уютном морском путешествии, которое поглотило меня на несколько вечеров. Привет, меня зовут Саша. Это не просто обзор на игру Dredge, а история о том, как океан способен не только поменять человека, но и его представление об игре. Наша история начинается с того, что мы оказываемся в рыбацкой деревне после шторма и выясняем, что наш корабль разбит. Местный мэр рыбацкой деревни жалуется, что бывший рыбак исчез, и предлагает нам рыболовецкую лодку, с помощью которой мы и начинаем зарабатывать первые деньги в игре. Сюжет довольно простой и ненавязчивый, но удивительно органично переплетается с геймплеем, создавая нечто уникальное даже на фоне крупных AAA проектов. Например, при первой встрече с мэром, который советует нам вернуться до наступления ночного тумана, мы не просто узнаем новую деталь этого игрового мира, это также добавляет новый ключевой элемент геймплея – важность смены времени суток. И в этой же деревне мы знакомимся впервые с торговцем, который поначалу мне и казался той самой обманчивой цепью «поймай, продай», но от него и мы начинаем получать первые задания. Из этих заданий мы узнаем, что у рыбы есть ареал обитания, и что разную рыбу можно поймать в разное время суток. Когда я получил от этого торговца задание на поимку кальмара, которого можно найти только ночью, я впал в ступор. В смысле, мне же четко было сказано, что ночной туман – это верная смерть. Но именно жажда узнать больше об этой странной деревне заставляла меня совершать этот безрассудный поступок. И я понесся искать кальмаров среди морской тьмы. И мой страх сыграл со мной злую шутку. Я так торопился побыстрее найти кальмара и вернуться назад, что не заметил скалы среди тумана и налетел на них. Именно таким образом я понял, что мэр был прав, говоря, что с туманом я должен быть осторожен. А игра меня наказала. Так как я сломал двигатель, возвращаться мне пришлось гораздо дольше, и путь был страшнее. Но, благо, плыть было всего несколько десятков метров. Особый интерес представляют найденные записки, каждая из которых является кусочком мозаики в истории загадочного капитана, написанной его супругой, чей корабль потерпел крушение в этих водах. Судя по тому, что эти записки единственное, что осталось от корабля. И эти записки не просто раскрывают прошлое, они провоцируют нас думать о связях между судьбами тех, кто когда-то плавал по этим морям, и нашим собственным путешествием. И эти части пазла – ключ к пониманию глубин, как буквальных, так и метафорических мира Dredge. Возможно, вы заметили, что бутылка, из которой я достал записку, стеклянная бутылка колы, что большая редкость в наши времена. И, возможно, она заинтересует какого-нибудь коллекционера. Кстати, в этой игре есть таинственный персонаж – коллекционер. Этот персонаж с самого начала окутан тайнами, он играет ключевую роль в развитии сюжета и вносит неповторимый колорит в мир Dredge. Коллекционер становится катализатором нашего путешествия, предлагая необычные и ценные улучшения для нашего корабля. Эти улучшения не только облегчают прохождение игры, но и привносят новые элементы геймплея. Каждый предмет, который привлекает внимание коллекционера, несет в себе историю, которая глубже, чем кажется на первый взгляд. Будь то шкатулка или же странный носовой платок, найденный в одной из рыбы, каждый из этих предметов становится ключом к разгадке тайн этого мира. Продвижение по этой сюжетной ветке добавляет еще один слой загадок и исследований в игру, побуждая нас исследовать каждый уголок игрового мира в поисках уникальных артефактов, которые могут привлечь его внимание. Отношения между нами и коллекционером развиваются по мере продвижения по сюжету, и каждая встреча с этим загадочным персонажем оставляет после себя еще больше вопросов. Но именно это и делает взаимодействие с ним таким захватывающим. Неопределенность и постоянное ожидание чего-то нового и неизведанного. Каждый предмет, который мы передаем коллекционеру, открывает перед нами новую главу в этой захватывающей истории, делая приключение еще более загадочным. Простота графики в Dredge лишь подчеркивает уютную атмосферу игры. Взаимодействие с миром часто представлено в виде городской панорамы или небольшого лагеря у костра, парома или одинокого прибрежного домика. Все активности доступны одним кликом, будь то торговец с местным скупщиком рыбы или посещение верфи для улучшения корабля. Взаимодействие с персонажами происходит через стильные иллюстрации и визуально напоминающие эстетику Disco Elysium. Этот художественный стиль добавляет глубины в каждую встречу и усиливает погружение в атмосферу игры. В деталях иллюстрации чувствуется мрачность этого таинственного мира.
Суровые лица персонажей, их тяжелые взгляды наполнены историями невысказанных трагедий, что только усиливает желание разгадать тайны местного архипелага. В этом мрачном мире источниками света и надежды становится потерянная собачка и девушка-ученая. Их истории добавляют яркие краски и чувство тепла в общий тон нарратива, когда вы помогаете им стать друзьями. Основная механика игры – это рыбалка, представленная через мини-игры, которые зависят от типа рыб. Они достаточно простые и не дают превратить рыбалку в рутину, но и в то же время не успевают наскучить. Если мы будем достаточно ловко обращаться с удочкой, то рыба будет ловиться быстрее, а значит и время в игре пройдет меньше, а у нас будет шанс поймать трофейную рыбу, которая стоит дороже. Да, основная цель ловли рыбы, но не единственная. Это зарабатывание денег, которые мы тратим на улучшение корабля. И улучшение – это тоже часть игровой механики. Во-первых, мы расширяем трюм, увеличивая количество доступных ячеек для инвентаря. А во-вторых, при установке улучшенных удочек, двигателей, фонарей, рыболовных сетей, каждый из этих элементов занимает определенные ячейки в инвентаре. И это добавляет стратегический элемент в управлении ресурсами, требуя от нас продумывать и оптимизировать размещение оборудования на своем корабле. А наполнение трюма рыбой тоже постоянно головоломка. Каждая рыба уникальной формы, и мы играем в мини-тетрис, заполняя трюм, что напоминает механику из Resident Evil. Также, чтобы получить новые ячейки в трюме, мы должны добывать разные ресурсы. Древесина, металл или ткань добываются с помощью драги и похожие на рыбалку мини-игры. Когда наш трюм уже полностью прокачан, а мощные двигатели позволяют перемещаться между островами с невиданной скоростью, кажется, что мы готовы ко всему. Однако именно на такой скорости легко упустить из виду скалы, скрытые среди морских волн. И столкновение с ними наносит серьезный урон кораблю, что отражается на потерях в инвентаре. И если в поврежденной ячейке ничего не было, то можем считать себя везунчиками. Но если там была дорогостоящая рыба или двигатель, последствия могут быть гораздо серьезнее. Потерянная рыба упадет за борт, а сломанный двигатель заставит нас медленно и мучительно добираться до верфи для ремонта. И эти моменты добавляют напряженности и необходимости бдительности в каждую морскую экспедицию. Как я упоминал ранее, рыба в игре имеет значение не только для заработка денег, но и для выполнения разнообразных побочных квестов. Например, в ходе приключений мы сталкиваемся с загадочными культистами, которые запрашивают определенные виды рыб в обмен на уникальные книги. Эти книги, изучаясь в реальном времени игры, предоставляют нам пассивные улучшения, такие как ускорение ловли рыбы или повышение скорости корабля. Но помимо культистов, во время путешествий мы обнаруживаем необычные алтари, требующие определенных видов рыб для их активации. Взамен, алтари предоставляют специальные улучшения для нашего корабля, которые могут существенно повлиять на дальнейшее прохождение игры. Также в Дредж коллекционирование рыбы превращается в настоящее приключение, где каждая рыбалка наполнена азартом и возможностью совершить уникальное открытие. Ведь в игре более сотни видов рыб, включая мутации. И мистические обитатели неизведанных глубин оживляют моря игры. Наше руководство по рыбалке использует систему чек-листов, где мы можем отслеживать свои успехи и определять, какие виды рыб осталось поймать. Что делает коллекционирование в Дредж особенно увлекательным, так это мутационные варианты каждого вида рыбы. На каждой рыбалке у нас есть шанс поймать нечто необычное и редкое, что добавляет элемент случайности и повышает азарт. Эта возможность обнаружить мутацию увеличивает интерес, поскольку каждый вылов может стать значимым дополнением к коллекции. Такое большое количество разнообразия рыбы в Дредж становится не только способом изучения подводного мира, но и вызовом, который поддерживает постоянное напряжение и интерес. И именно этот аспект игры превращает рыбалку из обыденного занятия в постоянный поиск и ожидания, привнося в игровой процесс ощущение неизбежности, открытия и удачи, делая каждую рыбалку уникальным и захватывающим событием. Погрузившись в пучину Дредж, я был захвачен не только богатством его подводного мира, но и глубиной повествования, тщательно сплетенного с игровым процессом. Это не просто симулятор ловли рыбы. Это захватывающее приключение, где каждая деталь служит для углубления атмосферы и вовлечения игрока. Путешествуя по этим таинственным водам, я открывал для себя новые грани этого мира. Будь то трагическая история капитана, открывающаяся через найденные записки, или странные истории местных жителей, с которыми я заводил знакомства. Каждое новое открытие будоражило мое воображение и подталкивало к дальнейшему исследованию. Удивительно, но простота и доступность геймплейных механик Dredge сочетается с глубиной нарратива, создавая по-настоящему уникальное игровое переживание. Это не просто захватывающее приключение, но и философское размышление о связи человека с морской стихией, об их взаимодействии и непредсказуемости. Именно это сочетание доступности и глубины, атмосферы и механик сделало Dredge для меня одной из самых запоминающихся игр последнего времени. Это путешествие, которое я буду вспоминать с теплотой и интересом.
Что ж, наш рыболовный круиз подходит к концу. И если вам понравилась эта морская экспедиция сквозь туманы и загадки, не забудьте подписаться на канал и оставить свой лайк. Это как бросить якорь в порту поддержки. Благодарю за внимание и увидимся в следующих путешествиях. С вами был Саша, и помните, каждая рыба может рассказать историю, но только если вы готовы ее выслушать. До новых встреч!